Всем привет! Сегодня я хотела похвастаться небольшим, но очень нужным приобретением. Это кусочек поролона. Я, конечно же, для него уже сшила чехольчик. Это вот просто поролон. Высота у него здесь 3 сантиметра. Значит, длина у него вот так вот, ну 100, да, 100 здесь у меня чехольчик мешает. 100 сантиметров. И ширина у него ну, примерно 50 сантиметров, то есть 100 на 50, вот такой вот кусочек поролона. Булавочки, я, правда, купила булавочки с очень тоненькой головкой, да, мне они не очень понравились, но они мне пригодятся при шитье. У меня есть вот такие, более такая толстая головка. Для чего это? Я вязала вот это пальто. То есть я связала детальки, они у меня сшиты. Вот, кстати, кто-то спрашивал, что не видно сеточки. Она есть сеточка, но она очень у меня незаметная, да. То есть вот смотрите, вот она деталька, вот оно вот листик. А между листиком и другой деталькой есть расстояние. Это как раз и есть сеточка. Но она у меня настолько плотная, что ее, возможно, не видно вот так вот со стороны, да. Так вот, когда я вязала это пальтишко, я связала отдельные детальки, и их нужно было сшить между собой. А как сшивать? Ну вот смотрите, у меня остались некоторые детальки, да, это листочек, вот такая шишечка, ягодка ее кто-то называет, и вот такой цветочек. Кто-то называет подсолнух. Я тут подсолнуха не вижу, ну вообще. И в общем, чтобы нам их пришить, соединить между собой, мы с вами накладываем вот так. На что-то мягкое нужно обязательно наложить. Допустим, вот так выкладываем. Как мы будем это выкладывать, уже другой вопрос. Если вы хотите, чтобы сеточка была видна, вы просто отодвигаете детали друг от друга. Если вы хотите более плотную сеточку, вы подвигаете чуть ближе, да, но расстояние между ними обязательно должно быть. И мы начинаем соединять. Но так невозможно будет соединять, да, поэтому, то есть они у нас будут ходить ходуном. Поэтому мы с вами вот так вот прокалываем. Очень удобная вещь. Прокалываем вот так через детальки, булавочки в поролон идут, и уже очень удобно, очень легко соединять. То есть детали не двигаются. Ну, чем больше булавочек, конечно, тем лучше. Почему я сказала, что это приобретение очень нужное? Не только для вязальщиц, кстати, но и для швей. Потому что, смотрите, на днях я себе шила нижнее белье, а детальки там очень маленькие, да. То есть, если это, допустим, бюстгальтер, там может быть и 4 детали на чашке, средняя деталь, пояс, то есть там детали действительно маленькие. И очень неудобно на сетку прикалывать вот так вот деталь. То есть деталь с сеткой скалывать очень неудобно. Я шила из сетки, из гипюра, то есть тоже неудобно. Детали получаются кривые. Ну, в общем, мне было очень неудобно. Смотрите, допустим, это выкройка моих трусиков. Да, ластовица отдельно. Можно, в принципе, и перед отдельно, и заднюю половинку отдельно. Можно еще и комбинировать, то есть мы разрезаем каким-то образом детали. Вот смотрите, как она у меня держится. Допустим, под низ мы проложили сеточку или гипюр, или какую-то ткань, что вы хотите, планируете шить. И очень удобно. Прикололи вот так булавочками. Просто воткнули булавочки, и выкройка держится, никуда не убегает. И просто вот так берем и аккуратненько вырезаем с припусками на швы. Это очень полезная и нужная вещь. Еще в этом видео я хотела бы рассказать о кусочках меха. У меня были вопросы. Значит, смотрите, я изначально хотела на 15 сантиметров длиннее пальто связать, но мне показалось, что длина не очень интересная, нужно было либо короче, либо длиннее, поэтому я убрала вот эти 15 сантиметров. И вот у меня, значит, кусочек, да, вот, кстати, сшитое полотно, смотрите, сеточка видна, но она достаточно плотная. С изнанки вид вот такой. И что касается вот этого кусочка меха, он достаточно тонкий мех, это мех нерка, он такой блестит красиво, кстати.
И он плотный, то есть мне нужно было, чтобы обвязать, вот видите, да, обвязанный он, чтобы обвязать, мне нужно было сделать дырочки. Эти дырочки я делала для начала, делала шилом, потом брала тоненький крючочек, обвязывала сам вот этот вот край, а потом уже остальное, если нужно было что-то доделать, довязать, обвязать побольше, уже брала крючок основной, который основные детали вязала я, у меня был 3,5. Вот получается вот так. Если, допустим, есть мех более такой рыхлый, то есть он на трикотаже, но более такой рыхлый, он, может быть, его и не нужно было протыкать дополнительно шилом и обвязывать вот так вот тоненьким крючочком. То есть, как это делают мастерицы, которые именно увлекаются таким кружевом, то есть я не знаю, да, но откуда я это знаю? В детстве когда-то мы делали так с тканью, то есть мы не с мехом так делали, а мы с сестрой обвязывали таким образом ткань. Мы брали ткань, прокалывали шилом, обвязывали. Можно, знаете как, если вы боитесь, если у вас нет, допустим, каких-то приспособлений, можно обшить вот таким вот образом края, сделать как петельками, да, допустим, ниткой и иголкой. Но это будет тоже, наверное, затруднительно, потому что все-таки нужно будет. Или, знаете, как обметочный шов делать, вот столбиками такими, а потом уже его уже обвязывать. Можно, в принципе, так. Ну вот я решила мех делать так. То есть я показала, то есть рассказала, как мы делали в детстве, обшивали ткань, обвязывали. Мы тоже делали как бы комбинированные вещи, да, нитки и ткань комбинировали. Ну, иногда комбинировали с кожей, с мехом. Я увидела это случайно в интернете, что-то похожее, поэтому я решила сделать вот такой вот пальтишко. Это получилось даже полупальтишко. Кстати, что хотела девочке сказать, я вот не помню, говорила или нет, у меня здесь учтены все выточки. И приталивание, и выточки талиевые здесь учтены. По переду нет талиевых, а по спинке есть. То есть я раскладывала детали таким образом, чтобы выточки потом зашивать. И также здесь есть выточка нагрудная, тоже она имеется, тоже я раскладываю таким образом, чтобы потом выточку зашить. И двухшовный рукав тоже с выточкой. То есть здесь у меня, получается, двухшовный рукав, я его делала как один, но сделала выточку. То есть он у меня, видите, вот так вот как бы локоточек такой немножко отходит. Очень интересная вещь. И сидит она на мне не как бочонок, не как вот говорят в линии талии добавлять себе объема. Нет, я такого точно не люблю, и я на самом деле чувствую себя и выгляжу бочонком. Ну, я не приемлю, да, мне нравится, когда вещь сидит изящно, красиво, эстетично, мне нравится так, поэтому я шью такое. Если вам нравятся бочонки, ради бога, вы можете прямую линию сделать, и ничего не нужно увеличивать. У меня это будет бочонок. Не знаю, как у меня, то есть не знаю, как у вас, а у меня это точно будет бочонок. В общем, я надеюсь, что сегодняшнее видео было продуктивным для вас, информативным. Много о чем я сегодня рассказала, но, наверное, вообще, как бы изначально я хотела рассказать о вот этом своем поролоне. Ну и дополнительно я рассказала, для чего я его буду использовать. Да? Я дополнительно рассказала, как я сшиваю детали ирландское кружево. Ну, я думаю, что я не буду больше вязать. Вот у меня не единственное, вот у меня еще белое есть, да, но я его буду распускать, он очень тяжелый, очень тяжелая вещь. Вот я отделила уже капюшон. Если я, допустим, буду вязать его с сеткой, то есть, чтобы видно было, да, чтобы он был легче, тогда получается, что смысл от этого изделия. То есть он будет весь в дырочку и никакого тепла. И я вот честно не поняла, да, что это вообще, для чего такое. Поэтому, ну а вообще это ХБшная ткань, то есть нитка, и она мне не нравится. Я вообще в принципе не люблю ХБ. Я люблю ХБ только в постельном белье. То есть постельное белье это должно быть 100% хлопчатобумажная ткань, но это тоже не ситец, не что-то такое тонкое. Я люблю такое плотное, формодержащее, чтобы такое было. И я, кстати, даже его крахмалю, поэтому
Я люблю такое. А вообще, в принципе, ХБ я не люблю ни в нитках, ни в ткани. Я не знаю, ну вот для меня это грубость, для меня это мятость, не эстетично, некрасиво. Ну, для меня это просто куча минусов. Единственный плюс – это то, что он дышит. Да, натуральная ткань дышит, ну, гипераллергичная. Но если у меня нет аллергии на ткань, допустим, я переношу очень хорошо синтетику. Я люблю смесовые ткани, я люблю шифон. То есть я очень много люблю тканей, но ХБ нет, 100% нет. Поэтому это у меня нитка 100% ХБ, мне ее посоветовали, но я пожалела. Поэтому я буду ее распускать, возможно, что-нибудь потом, когда-нибудь свяжу уже что-то на спицах, потому что, ну, очень тяжелая вот эта вот получилась вещь, очень тяжелая. И несмотря на то, что я делала ее приталенной, я в ней выгляжу тумбочкой. Поэтому я уже даже начала ее распускать, вот отделила уже, отделила капюшон. И это у меня получилось пробное изделие. Кстати, вот смотрите, вот листик, да, вот как он разошелся после стирки. Мне это тоже не нравится. И вот здесь тоже вот это все разошлось после стирки. Мне это тоже не нравится. Я старалась вязать плотненько. Ну вот здесь, допустим, если специально вот в этой детальке, я специально здесь делала вот такой вот ряд. То есть одна воздушная, потом столбик, одна воздушная, столбик. Вот. А если, допустим, вот здесь я делала вплотную, оно получилось вот так. Но мне вот это не нравится. И это вот как раз ткань, то есть нитка ХБ. Если бы это было что-то, какой-нибудь махир или полушерсть, вот такого бы не было. Просто вот такого бы не было. Поэтому, ну, я вообще, в принципе, говорю, не люблю. Я не знаю почему. Вот многие меня осуждают. Но не люблю, девочки. Я 100% хлопок не люблю. Поэтому я штапель, я просто его терпеть не могу. Да, он мягкий, он классный, он нежный, он приятный к телу. Но как сомнется... В общем, на сегодня я со всеми прощаюсь. Жду ваши негативные отзывы. Я думаю, что я уверена, что они будут, и негативные, и, может быть, положительные отзывы. Я имею в виду по поводу хлопчатобумажной ткани и ниток. Ну, я, по-моему, рассказала, объяснила, почему я их не люблю, да. Ну вот не люблю и все. Я не говорю, чтобы все не любили, да, у каждого свои предпочтения, а я просто их не люблю. Только постельное белье должно быть. Ну и может быть еще какие-то пижамки, да, вот эти вот, что-то такое нательное, да, когда дома, чтобы комфортно было, чтобы вот, да, может быть и то, это, наверное, должна быть кулирка. То есть не просто там ХБ и лен. Это должна быть кулирка. Кстати, лен сейчас тоже может быть разный, делают, может быть смесовые. Вот, кстати, смесовые ткани я люблю. Ну, лен, вот, допустим, прихожу в магазин, говорят, вот лен, да, висит, лен. Вот ряд лен. Начинаешь его трогать, начинаешь его щупать. Где-то с эластаном, где-то лен жатко, где-то еще какой-то, где-то плотнее, где-то не плотнее. Я вот, например, взяла последний раз лен, дочка попросила платье сшить, я раскроила, начала сшивать, не все, не лежит. Вот сколько, месяца 2 уже прошло, я не могу его сшить, я не могу, у меня руки мои не слушаются. Не хотят они его трогать, но не нравится им этот лен. Я его постирала. Перед, естественно, раскроем. Я его постирала. Я, кстати, уже попрощалась, но продолжаю разговаривать. В общем, я его постирала. Когда я его после стирки вытащила, он вот какие-то катышки с него стали сыпаться. Я тоже не поняла, что это такое. Кстати, лен, ну, 1500 за метр, это недешево. Это недешево, учитывая то, что я в магазине ткани по низким ценам покупаю ткани от, допустим, ну, полторы сотни, да, то есть 150 рублей, 450 рублей, вот такие, да, и очень довольна этими тканями. А вот этот лен 1500, мне он очень не понравился. И я его постирала, я уже сказала, проутюжила. Все хорошо, все замечательно, раскроила, все хорошо. После каждой работы,
там, я не знаю, выкроить, сшить, сметать и так далее. После каждой работы мне приходилось отглаживать этот кусочек ткани, какую-то деталь, потому что оно все время сминалось. И меня это вот прям бесит. Сшиваю, какие-то швы разутюжить или заутюжить или еще что-то. В общем, мне не нравилось просто работать. У меня просто руки к ним. У меня когда дочь сказала: мама, где мое платье? Я говорю: дочь, платья не будет. Вот как раскроила эти детальки, что-то я уже соединила и забросила. То есть не могу. Все, не могу. Я говорю: дочь, любую ткань беру, шью тебе платье, но только не натуральную. Да, дети у меня тоже как бы хорошо относятся к натуральным тканям, но они же не шьют. Ну, у них, может быть, они не такие капризные, как я. Ну, в общем, я не знаю почему, но они относятся к этому нормально, а я ненормально. Поэтому я ни нитки не люблю натуральные, то есть я имею в виду ХБ, ни ткань. Ну, в общем, на сегодня всем пока. Жду вашей реакции.